Знаете, в какой-то момент в своей жизни начинает казаться, что выхода нет. Каждый раз в ожидании чего-то нового ты заворачиваешь за очередной угол этого грёбаного жизненного лабиринта и приходишь в очередной тупик. В одно мгновение просто разочаровываешься. Садишься в уголок очередного тупика и смотришь опустошенными глазами куда-то в пучину своей безнадежности. В такие моменты хочется какого-нибудь послания свыше или в конце концов. Дай взглянуть. Держи. Познавая это произведение раз за разом, в самых различных обстановках, вплоть до аналогичным девушкам, я все пытался докопаться до истины. Мне казалось, я упускаю какую-то малейшую деталь, которая на самом деле заставила меня так полюбить его. И в действительности мне до сих пор кажется, что я что-то упускаю. И в каком-то смысле это даже радость для меня. Ведь каждый раз, перечитывая и пересматривая девушек в последнее путешествие, я нахожусь в поиске, который в своем заключении никогда не разочаровывает. Но все же некоторые вещи я могу выделить точно. Девушки попервой производят впечатление простой повседневности и релакса. И правда, мотивации, цели, характеры персонажей, хотя и не так однозначны и понятны из первых моментов знакомства с ними, но все глубже всматриваясь в произведение, я встречал очень много прекрасного и интересного. Сыр. Аниме начинается с момента, когда две девушки, Тита и Юри, едут по огромному запутанному зданию на своем вездеходе из спасти рядового Райана. Здесь впервые показываются их отношения, и всего спустя несколько серий становится ясно, что это простые, приятные и понятные взаимоотношения родителей и ребенка. Ну или сестер с большой разницей в возрасте. Ситуации в их общении знакомы, забавные и вызывают умиротворяющую улыбку. Когда они рассуждают о различных извечных вопросах бытия, которые задает себе и автор произведения в том числе, Ти пытается ответить на все глупые в кавычках запросы Ю, хотя сама на самом деле мало знает о мире. Разве все родители знают и понимают мир и то, из чего состоит фотоаппарат? И как туда столько помещается? По-моему, там не страницы. Наверное. Так как аниме неспешное, и я даже считаю, что с этим оно справилось лучше, чем манга, все сцены происходят в мельчайших подробностях. То, как Тита спускается с машины, убирает ящики, стелит кровать, ложится спать, все шорохи, стуки о железо ног, все происходит в реальном времени. Подробная прорисовка, казалось бы, каменные сооружения, что в них может быть интересного или завораживающего. Но совокупность музыки и с такой любовью прорисованного бэкграунда действительно заставляет вжиться в этот мир. Кстати говоря, Чи сильно боится высоты, что показывается в нескольких эпизодах, и идти теребить, как натурально она это делает. И эта боязнь очень резонирует со мной. Я бы также дрожал с вялыми ногами на этой гребаной трубе. И поэтому я еще сильнее предался этому миру. Все вышеперечисленное действует на погружение. Простые приемы, которые легко влияют на наше сознание, заставляют нас поверить в происходящее. И в это время автор вплетает свою идею, также с самого начала простую и понятную, но такую неоднозначную. Как говорил сама Цукумидзу, автор манги, я стараюсь писать так, чтобы как можно раньше понять, что это будет за история, чем она окончится и что я ей хочу сказать. И это располагает читателя к осознанию проблемы задолго до конца. Проблему ты уже осознаешь, наверняка не принимаешь ее, так как не хочешь, чтобы произошло то, что должно произойти. Потому что привязался к миру, к девушкам, атмосфере и даже вещам, которые ценны для самих Ти и Ю. И пока эта проблема крутится у тебя в голове, Цукумидзу устраивает ее решение повествования, и ты уже настолько погружен в эту идеологию, что проходишь этапы ее принятия так же реально, как и в этом мире. Тут путь. Внутри.
Окружение и настрой девушек заставляет пробудить в себе то самое детское чувство любопытства к, казалось бы, скучным вещам. Тот энтузиазм познать вселенские истины, будучи простым человеком. Как говорила сама автор, здания нарисованы максимально не похожими на сооружения нашего нынешнего мира. Так она проводит параллель с идеей интереса к неизведанному ради создания культуры, побуждая этот интерес в нас. Хоть сама Цукумидзу не сильно подробно рисовала эти здания, но White Fox, я считаю, очень хорошо дополнили мангу. Настолько хорошо, что, по моему мнению, нужно смотреть сначала аниме-адаптацию, а потом уже читать мангу. Сильная детализация моментов способствует основной идее всего аниме. Всем этим моментам ты сочувствуешь, прямо как ребенок радуешься этим мелочам в этом огромном, равнодушном к тебе миру. Тебе смотреть под ноги. Не могу я смотреть вниз, когда небо такое голубое. Познавая это произведение раз за разом в самых различных обстановках, вплоть до аналогичной девушкам, я все пытался выделить какой-то основной мотив, который поднимает произведение. Но с каждым разом находил все больше и больше тем, таких простых, но проходящих тонкой нитью через все повествование идей. Здесь можно найти множество интересных взглядов не только на повседневные для нас вещи, но и на извечные дилеммы человечества. Война, смысл жизни, мечта, дом, история, что такое Бог. Все же здорово, когда у тебя есть стены и крыши над головой. Половина тем поднимается в довольно простой обстановке. Ю задает вопрос Ти от нечего делать, а Ти отвечает ей, насколько хватает ее знаний. Знакомая и простая ситуация. Также мы в детстве задавали глупые вопросы своим родителям, и для нас их ответ был откровением, неким маленьким открытием. Такое же ощущение вызывает у нас Цукумидзу. Таким простым, но воистину гениальным способом она создает то самое детское чувство открытия простых вещей. Так заново открываются для созерцателя произведения обыкновенные ценности жизни, названные так минималистично, но лаконично в названиях эпизодов. Ванна, журнал, встреча, сон. Автор нас подводит к тому, что даже если вы оказались в самой патовой ситуации, в какой вообще оказывались, как говорится, безнадёги. Лишь стоит осознать, что всегда есть место вещам, которые будут радовать и мотивировать двигаться дальше. Это история о людях, которые просто живут и идут вперед, несмотря на их безнадежное положение. Может показаться, что мораль банальна, и может так оно и есть, но здесь все дело в ее оригинальной подаче, которую я и пытаюсь здесь описать. Формат манги и многосерийного аниме как нельзя лучше подходит для такой темы, ведь эти ощущения не писать за какой-то 10-минутный ролик или даже полуторачасовой фильм. Скажи же, в сладостях счастья. И как будто этого не хватало в повествовании, появляются моменты максимально эмоциональные, как это обычно говорят, ради которых стоит жить. Эти моменты добавляют многогранности в это простое в структуре произведения. Хоть я и не хочу лишать вас этих моментов, все же, чтобы ролик этот не был ни о чем, покажу вам одну ситуацию. К моменту 10-го эпизода аниме Ти и Ю находятся под землей довольно долгое время. Внезапно в рации начинает играть музыка. Девочки рассуждают о том, что такое звук. Звук — это волна, а еще у него есть ритм, и от него может становиться грустно или радостно. В какой-то момент они находят лифт и, поднявшись, вылетают на улицу, в прямом смысле слова. И в этот момент снова начинает играть та прекрасная музыка, что они слышали под землей. А перед ними разгорается красный шар солнца. Они смотрят на закат, и музыка вызывает в них чувства. Баланс между такими эмоциональными моментами и преобладающей идеей девушек в последнем путешествии был достигнут идеальный. По крайней мере, лично для меня.
В своей простоте, но при этом поднятии огромного количества идей, оно умудряется быть абсолютно спокойным, умеренным и структурированным в повествовании. Хорошее произведение не отпускает просто так. Последние серии аниме, как и последние главы манги, я откладывал уже не от прокрастинации, как это обычно бывает, а от грустного осознавания того, что все кончается. Так же, как прогулки с друзьями летним вечером, так же, как тортик с чаем, так же, как бульмени за 90 рублей, так же, как и это видео. Но не это ли есть жизнь и то, что ею движет? Даже если смысла в жизни нет, все равно порой случается что-то классное. Даже в таком мире. Возможно. Только глянь, как красиво вокруг.